Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні пропоную вам два рецепти лимонного курду. Готується він швидко із найпростіших продуктів, а використовується як самостійний крем, начинка або додаток до крему. Торти, тістечка, десерти, печиво. Застосування його дуже широке. Это все те продукты, которые для него понадобятся. Если лимон крупный, достаточно будет одного на эту порцию. Если небольшие, возьмите два. Яйца или желтки, или скомбинировать яйцо и желтки, как у меня. Здесь одно яйцо и два желтка. Чистый вес 95 грамм, яйца средние. Сливочное масло высокой жирности и сахар. Масло понадобится в последнюю очередь, пусть стоит при комнатной температуре. Снимаю сразу цедру, но предварительно я его хорошо помыла горячей водой. Помыла и вытерла. И старайтесь снять только желтую часть кожицы, поменьше белой, иначе она будет горчить. Я пообрезала попки, так намного удобнее. А теперь надо выдавить из него сок. Прокатываю по столу, придавливая, делаю его помягче, чтобы сок можно было легче выдавить. У меня есть вот такое вот приспособление. Если у вас нет, то просто выдавливайте руками, прижимая лимон. И пропустите через сито, чтобы не попадали косточки. Мне надо взять 100 грамм сока. Вот как раз этого лимона и достаточно. Всю цедру добавляю к сахару и хорошо перетираю. Она так больше отдаст своего аромата и вкуса. Этот момент не упускайте, так ваш крем получится более ароматным. Половину этого сахара так на глаз высыпаю к соку и ставлю на маленький огонь. Теперь понадобятся яйца, вернее одно яйцо и два желтка. Я вам сказала их чистый вес и укажу в рецепте, поэтому можете заменить на 2 яйца такого же веса. Сразу их перемешиваю и высыпаю сахар. Сахар стал более влажным и маслянистым от цедры, поэтому вот так вот уже комкуется. И снова хорошо перемешиваю. В это время уже нагрелся сок. До кипения не доводила, только над соком начал появляться активный пар. Сняла с огня. Вливаю тонкой струйкой и хорошо перемешиваю, чтобы не заварились яйца, желтки. Переливаю в кастрюлю чуть большего размера. Посуда должна быть обязательно с толстым или двойным донышком. И ставлю на маленький огонь. Постоянно ее помешиваю. Сначала венчиком, чтобы все продукты хорошо соединились. А потом возьму лопатку. Вам так лучше будет видно, как меняется ее плотность. Изменяется. Я готовлю на домашних яйцах, поэтому крем получается вот такого вот яркого желтого цвета. Если у вас магазинные, добавьте щепотку куркумы, совсем чуть-чуть. Она не придаст вкуса, а цвета добавит. Вот поднимается активный пар, значит скоро начнет густеть эта масса. Давайте посмотрим. Все еще жидкое, быстро стекает и скапывает как вода. Уменьшаю огонь до минимального и продолжаю уваривать. Кипятить эту массу ни в коем случае нельзя, иначе заварятся яйца, пойдут хлопьями. Довести надо только до загустения. Если у вас есть градусник, измеряйте температуру 82, максимум 85 градусов. Но так как этой массы мало, температуру измерить сложно, поэтому лучше смотрите на ее плотность. Конечно, если она у вас закипит, но ничего уже такого страшного, смертельного не случится. Только и того, что она будет неоднородная, будут хлопья, это некрасиво, но использовать такой крем тоже можно. Конечно, лучше сделать все правильно, чтобы было не только вкусно, а и красиво. Видно, как она загустела, стекает лениво, но станет она еще гуще. Время я вам не указываю даже примерно, потому что огонь у всех разный, разная посуда, и поэтому времени тоже понадобится. Может быть немного меньше или наоборот больше. А вы в другой раз так придерживаетесь того времени, которое оговаривается в видео, что не всегда получается тот результат, который нужен. Поэтому просто смотрите на плотность. Вот уже после лопатки хорошо видно донышко. Вот такой вот густой получается крем. Не стекает полностью. И
И если след на лопатке остается четким, значит уваривать достаточно. Снимаю с огня и обязательно процеживаю, чтобы убрать цедру, маленькие косточки, которые сюда возможно попали, и жгутики от желтков. Не заварившееся яйцо, а именно жгутики от желтков. Их можно было убрать сразу пинцетом или сейчас через сито. Даже цедра настолько мелкая. Вот эти жгутики. И больше никаких хлопьев, белка и желтка. Видно, что масса хорошо приготовилась, загустела. Гладкая, шелковистая. Вот теперь ее надо остудить до комнатной температуры. Это можно сделать постоянно помешивая или затянуть пищевой пленкой в контакт и оставить. Все, остыла масса до комнатной температуры. Можно добавлять сливочное масло. Я вмешивать буду лопаткой, можно венчиком или покружным блендером, как вам удобно. Если вы масло добавите в горячий крем, он в итоге получится более жидкий. Если в крем комнатной температуры и масло такой же температуры, крем получится гуще. И вот как только первая порция почти полностью разошлась в креме, добавляю следующую. Масло должно быть мягкое, чтобы оно легко разошлось. И обязательно высокой жирности 82%. Посмотрите, какой красивый и гладкий получается крем. От масла он стал более мягкий, более жидкий, но в холодильнике наоборот застынет сильнее. Переливаю в пиалку, накрываю пленкой в контакт и ставлю в холодильник. Ну а теперь лимонный курс с добавлением крахмала. Лимон взяла такого же веса, как и в предыдущем рецепте, сняла с него цедру и выдавила сок. И точно так же здесь одно яйцо и 2 желтка. На желтках видно те жгутики, о которых я говорила. Их можно убрать пинцетом. У меня самый обычный кондитерский. Сок обязательно сейчас взвешу. Отбираю 2 столовые ложки сахара в отдельную посуду. Буду его смешивать с яйцами и крахмалом. А к этому добавляю цедру и хорошо перетираю. Как только сахар стал маслянистым, очень ароматным, высыпаю его к соку и ставлю на небольшой огонь, пусть нагревается. К этому сахару добавляю крахмал и хорошо перемешиваю до полного соединения продуктов. Если он у вас слежался, предварительно просейте через сито. Если забыли, то можете просеять сахар уже вместе с крахмалом. Но он должен полностью разойтись, чтобы не остались комочки. Вот так вот хорошо все смешалось. Высыпаю к яйцам. И снова все это хорошо перемешиваю. К этому времени нагрелся сок, сахар там полностью растворился. Процеживаю от цедры и маленьких косточек. Хорошо ее отжимаю. Добавляю небольшими порциями, хорошо перемешиваю, чтобы не заварились яйца. Возвращаю все это в кастрюлю и ставлю на маленький огонь. Этот крем уже готовьте так, как вы привыкли, как самый обычный заварной. Сразу перемешиваю не спеша, а когда начнет густеть, более интенсивно. Довести его надо до кипения и минуту проварить. Поэтому время от времени останавливаюсь, проверяю, начинается кипение или нет. Вот уже пошли бульки, пузырьки. Засекаю время и провариваю. Тоже постоянно помешивая, зачищая донышко, стенки и уголочки кастрюли. Вот с крахмалом можете кипятить яйца, ничего с ними не случится, а без крахмала доводите до температуры максимум 85 градусов. Все, время прошло, выключаю огонь. И, как всегда, еще немного подержу на горячей плите, постоянно помешивая. Пусть выпаривается лишняя влага, так крем будет немного гуще. Точно так же его надо остудить до комнатной температуры и добавить сливочное масло. Я буду остужать, перемешивая его здесь немного. Или можете накрыть пищевой пленкой в контакт. И только потом добавить сливочное масло. Остывает быстро, его здесь немного. Даже быстрее, чем ждать, пока он остынет под пленкой. Все, крем остыл. Снимаю с воды и добавляю сливочное масло.
Тоже поделю его на 3 приема. Но количество масла тоже по вашему желанию. От 50 до 100 граммов. У меня здесь по 80, как в предыдущем, так и в этом рецепте. Чем больше масла, тем он получается более сливочный и менее кислый. Так что приготовьте сразу по рецепту, попробуйте, а потом определитесь, сколько вам надо масла, сахара, что-то изменить или оставить рецепт в оригинале. Посмотрите, какой красивый, гладкий, однородный получается крем. В холодильнике он, конечно, станет гуще. Накрываю пищевой пленкой и тоже ставлю в холодильник. Все, крем хорошо выстоялся. Первый простоял в холодильнике 2,5 часа, а второй только 2. Посмотрите, насколько они стали гуще. Очень ароматный, вкусный. Это по первому рецепту, без добавления крахмала. Крем получается более яркий, но менее плотный. И если вы решите масло добавить меньше, то крем будет еще мягче. Благодаря маслу крем хорошо застывает в холодильнике и становится плотнее. Хранить его можно неделю, а то и 1,5. В холодильнике, в чистой, в хорошо закрытой таре. А это с добавлением крахмала. Он более светлый, но более плотный. Такой вот полноценный заварной лимонный крем. Выбирайте, какой рецепт вам больше понравился, но я думаю, что все-таки пригодятся оба. Применение очень широкое. В торты тонкая прослойка под крем, десерты, пирожные. Он разбавит сладость крема, добавит вкус, аромат, даже свежесть. Пирожное, как и торт, получится намного вкуснее. Также его можно подать к блинчикам, оладушкам или сделать бутерброд, намазать на хлеб с маслом, тоже получится вкусно. Готовьте з удовольствием і приємного вам апетита! Якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу і тим, хто пригостив мене кавою, за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.